Все камеры, о которых сегодня пойдет речь, вы сможете привезти в магазине Коптермаркет. Ссылочку оставлю также в описании. Ребята там работают хорошие, всегда подскажут, посоветуют что-нибудь. И также там прям громаднейший выбор товаров вообще этой компании. То есть всем советую. Погнали, ребят. Здорово, ребята! Ну что, сегодня хотел бы поговорить о камерах, которые я использую для рыбалки. Там вы постоянно спрашивали, какие ты камеры используешь, там, почему такое качество прикольное, то есть и как там подключаешься к телефону вообще. Ну, много вопросов задавали. То есть самая первая камера, вот, которую я почему-то начал использовать для себя, это был DJI Pocket 2. То есть она шла сразу же в комплект, там это Crate Combo вроде. Ну, получается, там самая последняя эта комплектация. И там в ней шел микрофон сразу, получается. Ну, Bluetooth модуль, который крепится к камере. И такой микрофончик, который, чтобы снимать издалека на Bluetooth. То есть это прям вот как-то сразу увидел и сразу понял, что почему-то надо мне именно эта камера. Ну, выбрал ее потому, что как бы первоначально мой взор упал на то, что она очень маленькая, такая компактная. И как бы, ну, естественно, как бы снимать там, где на общественном месте, как бы как-то, не знаю, немного не по себе, как, ну, любому человеку как-то говорить, как бы, когда смотрит на тебя, это такое себе, вот, и она в руке очень хорошо помещалась, и она такая была со стабилизатором, я подумал, ну, все, это точно она, и потом узнал, что есть дополнительный просто к ней комплект, там немного доплатишь и получаешь еще микрофон, это прям думаю, блин, это вот то, что надо, то есть микрофон на расстоянии, и потом еще посмотрел обзорчики, и что можно включить функции слежения, то есть стабилизации, то есть хочешь, ты можешь поставить как на штатив ее, прикрепить, выделить себя на экране, и она просто будет следить за тобой. То есть ты будешь говорить на камеру и следить за тобой, она там все постоянно. И еще, что есть прикольная из нее функция, фича такая, что можно запускать прям запись с микрофона, есть кнопочка, нажал на нее, и сразу она начинает запись. То есть не надо подходить, там, кнопочку нажимать. То есть или же можно с телефона законнектиться сразу. То есть тоже из-за телефона можно управлять и выбрать какой кадр. То есть ты отошел немного, подкорректировал кадр, если какой-то неподвижный, сразу включил. Ну и все, в принципе. Камера пишет это в 60 кадров в секунду, и, в принципе, при хорошем освещении прям это вообще прям пушечка такая. То есть супер качество, супер звук, супер там кадры, то есть плавность картинки. То есть это все, ну, в принципе, для зрителя это неплохо. Но как основное, которое, ну, на пояс вешать, на пояс, на грудь, там, на голову. То есть, да, я сам первоначально с груди даже бывало снимал этой камерой, но, блин, так как это неподвижный штатив, и она как-то торчит, это все, то есть можно снести вообще-то голову подвижную, как-то все переживал. И там еще в комплекте шла линза, я уже вторую такую потерял, то есть ты спиннингом кидаешь, что-то рукой задел, и все, и эта линза прям туда с лодки, я последнюю говорю, ну, там не такой прям широкий обзор, как бы он широкий для экшенки, но есть пошире. Вот. Ну и, в принципе, я сделал вывод, что прямо вот на штативчике, если сбоку ставить ее, то есть она самый такой офигенный вариант с микрофончиком, с подвижным стабилизатором, там, слежением, это все супер. Но вторая камера, которую я больше там взял для экшена, какого там брать с собой, куда-нибудь крепить на голову, на грудь, ну, для активного, так сказать, подвижного отдыха. То есть это вот идет от этой же компании DJI Action 2, называется эта моделька. То есть она состоит из таких двух блоков. Ну вот идет такой блок. Это больше питание, такой идет блок. Ну, тут заряжать можно через него. И флешка. То есть, если сразу писать на флешку, то потому что в основной голове нету флешки и зарядки. То есть, она все заряжается от второго блока. В улучшенной версии тут еще идет экран с микрофонами. То есть, можно снимать везде себя, типа, как снимаешь. Вот. А основная, это вот голова, которая... Тут только кнопка записи, по сути, и все. То есть, тут также встроенный магнит, они крепятся по факту магнитом, получается. Ну, тут еще такие усики. Вот. Ну, держит очень хорошо. Ну, вот основная голова, вот, она где-то пишет, ну, минут 30, смотря как снимать, в каким качестве, там, 60 кадров. Там, тут можно, получается, даже снимать 4К 120 кадров она снимает. То есть можно какой-нибудь замедленный слоумо там сделать, как там, не знаю, что-нибудь очень медленно замедлить и будет красиво смотреться. А в 1080 разрешении, там, 1080p, она снимает 240 кадров. То есть можно замедлить какой-нибудь там летящий там объект прям с хорошим качеством, очень красиво будет. Вот, и почему именно взор упал на эту у меня камеру? Ну, во-первых, она маленькая, вот прям в кулачке так вмещается хорошо. Вот, и с ней в комплекте шел, вот получается, ну, самое там много чего идет, оцените, в комплекте. Вот, и вот такая вот веревочка получается. Она надевается на шею. Оп. Одевается, ну, можно под какую-нибудь майку, под одежду. Тут тоже магнит такой. Получается, все вставляешь.
Вот, и все, и вот она, не надо тебе шлейк, ничего, то есть буквально ты одел там эту веревочку, прикрепил там, хочешь, там она тут магнит, прикрепил какой-нибудь железки там относительно, вот я, получается, на машине ехал, там заснял там пару кадров, прикольно, как вода там с-под колес летит, ну, такое, что если включать воображение, фантазию, то есть, как где можно применить ее, то есть, неплохо, то есть, такое, ну, и, во-первых, она смотрится компактно, и никаких шлеек нету, мало привлекает внимание, то есть ты ходишь просто со спиннингом, кидаешь, то есть люди особо тебя не смотрят, что там обвешался там всего, там микрофонами, там тем да тем, там и такое, ну вот, ну, в принципе, почему-то мне эта камера понравилась, то есть это еще как когда-то давно из серии GoPro, когда помните, 5-я GoPro-шка была, она тоже маленькая, да, вроде 5-я, такой кубик был, квадратик, там всем прям понравилось, и на дроны используют ее, неплохо подходит. Ну и тут еще что охват линзы, вот эти, большая линза получается стоит, тут можно выбрать режим, то есть прям сверхширокий, то есть я когда пробовал под водой сразу снимать, так она водонепроницаемая, опускал ее, и под водой она вот эта линза, она там коррекции за счет системы корректирует, там видно, что вот это, ну, рыбий глаз, как они все говорят, а когда снимаешь, в принципе, поодаль, там они деревья, это не так все заметно, и прям такой себе сверхширокий экран получается, то есть ты охватываешь большую территорию. Ну и там 3 режима, то есть широкие, широкие, широкие коррекции. То есть она, в принципе, тоже широкие, подкорректирует и, ну, чуть-чуть, так сказать, картинка получается более приемлемая еще. То есть, ну, если поглубляться, так сказать, такое. Ну, в общем, ребята, ссылочку оставлю на эти камеры в описании. Ну да, они такие, конечно, не бюджетные. Если что, придется немного подрастратиться, как бы. Ну, пока нюансов особо не заметил от них, то есть, вот. По минусам один только вот минус заметил пока за время использования, то есть эти камеры, как бы, дабы видео она пишет с большим разрешением, такое получается, она его сжимает сразу в кусочки, то есть вроде у тебя видео записывается непрерывно, а на флешке отображается такими там один кусочек, второй кусочек, то есть по 5 минут, и эти 5 минут она, получается, обрезает и конвертирует в такой более сжатый формат. Вот, и получается, когда соединяешь, закидываешь эти 2 видео, получается какой-нибудь, ну, редактор, то есть, и видно такой небольшой, в этот момент соединения, оно, получается, дергается, то есть, ну, как будто бы кадра какого-то не хватает, от одного кадра. Вот, ну, и по минусам больше, так сказать, ничего не могу, то есть, ты достал флешку с камеры, сразу всунул там в компьютер, у тебя там вроде MP4, то там она конвертирует, получается, на выходе. Вот, ты нажал на все сразу, получается, не надо никаких выводить, там какие-то программы, там она что-то обрабатывается, все, тебе, в принципе, готово в хорошем качестве, типа картинка, то есть ты закинул редактор и можешь отредактировать, и все, типа, в принципе, окей. На камеры оставлю ссылочку в описании, ребята, то есть, ну, занимайтесь, снимайте. Удачи вам, ребят, счастливо, пока.